Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте. Мы приветствуем вас на канале «Франция в кармане». Сегодняшнее видео мы хотим посвятить медицине Франции. В этом видео мы постараемся вам рассказать о страховках, о больницах и о обычных семейных врачах во Франции. Мы поделимся с вами нашим опытом. Если вы хотите, чтобы мы... Пишите в комментариях, какие вы темы хотели, на какие темы вы бы хотели увидеть видео. Да, только не мне это, а туда. Темы, на которые мы могли бы снять видео. А ну если забьешься. Если вы хотите следить за нашими новинками, связанными с Францией, видеть новые видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии, а также пишите в комментариях темы для видео, которые вы бы хотели увидеть. Мы обязательно для вас все снимем. Во Франции вы не найдете привычных нам поликлиник, где в одном месте собраны и терапевты, и все узкие специалисты, где можно прийти и занять очередь, и по живой очереди попасть к врачу. Во Франции семейные врачи, также врачи узких специальностей снимают обычные кабинеты, где они принимают пациентов. Пациентов принимают строго по рандеву. Сейчас мы пройдемся и покажем вам кабинет нашего семейного врача. А пока мы будем идти, я хотела добавить, что раньше во Франции принимали по рандеву до 12 часов дня. Вот, то есть можно было приходить точно так же, как в Украине, в порядке живой очереди, сидеть, ждать по очереди, когда тебя примут. Но после коронавируса все изменилось, и врачи теперь принимают только по рандеву. Как ты думаешь, с чем это связано? Я думаю, просто не хотят тратить время на бессмысленное ожидание, ведь они же не знают, придут люди, не придут, какое количество. А когда есть рандеву, они могут сами планировать свой день и свое время. Мне так кажется. Вот обычная французская многоэтажка. Возле двери висят таблички с именем врача и с его специальностью. Здесь принимают массажист, 3 врача общей практики, как их называют семейные врачи, кинеотерапевт и доктор по иглоукалыванию. Сейчас мы зайдем в подъезд и немножечко вам покажем, как это все выглядит внутри. Вот пациенты. К сожалению, у нас не получилось зайти внутрь кабинета, потому что сейчас время обеденное, и врачи ушли на обед. Да, ну вот сама приемная мы можем рассказать, как она выглядит. Да, это обыкновенный холл. Зал ожидания, который переводится на французский как «саль д'атон». Кабинеты просто врачей, в которых каждый специалист принимает своих пациентов. Ничего особенного там нет. Все, да, как домашняя атмосфера. Да, коридорчик, в зале ожидания стульчики, туалет есть, если что. В общем, все как обычно. А сейчас мы направляемся в больничный центр. Я бы даже сказала, что это как бы похоже на больничный городок. Там находится главный госпиталь Гренобля. А также мы немножечко покажем вам детскую больницу. А потом мы заедем в клинику, где делают различные анализы, рентгены, томографы и так далее. И покажем вам, как можно взять рандеву по автомату или как зарегистрироваться там по автомату, когда у вас есть уже запись. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, досмотрите видео до конца, будет интересно. Кстати, как можно записываться к домашнему врачу? Для этого есть такие сайты, как Доктор Лип или Килдок. Вы входите на этот сайт, открываете там аккаунт, создаете свой личный кабинет. И после того, как вы создаете свой личный кабинет, в поиске вы можете искать различных специалистов. Вы их находите, и после этого вы можете с ними взять рандеву. Если окажется, что они, там может быть надпись такая, что они не берут новых пациентов, несмотря на это, все-таки пытайтесь
записаться туда, если у вас получится, особенно через сайт KillDoc, записывайтесь и пробуйте, потому что иногда, даже если написано, что они не берут новых пациентов, иногда все-таки, если человек записывается и уже приходит к ним, они все-таки идут на уступку и уже его принимают. Ну да, везде человеческий фактор. Посмотрите на это огромнейшее современное здание. Это больница, которая является частью университетского госпитального центра Гренобля Альп. Называется ШУ Гренобль Альп Норд, потому что она находится в северной части Гренобля. Также в Эшероле находится больница, которая называется ШУ Сюд, где в основном находятся специалисты ортопедического профиля. Смотрите на огромнейшую парковку, забитую машинами. По ней можно предположить, что пациентов здесь предостаточно. Да, здесь разные профили, да, разных специализаций. Некоторые спортивные пациенты приезжают отсюда Ну, ведь на велосипедах. приехали больные, уже подлечились и уехали на велике. Так, давай, что это такое САМЮ Транспит? Скорее всего, здесь останавливаются машины скорой помощи. Вот этот автомобиль называется амбуланс. Скорая помощь. На нее имеют право все, кто имеет медицинскую страховку. Это машина амбуланс. Значит, эта служба развозит пациентов после операции, после неприятных медицинских процедур. Мы вот пришли на парковку, где находится сейчас как раз машины скорой помощи. Это не одна государственная скорая помощь, как у нас в Украине. Здесь разные организации. Вот, например, амбуланс Дюдрак, амбуланс Дюседр. И можно позвонить на одно из этих предприятий, в эту организацию, и вам вышлют такси скорой помощи, если вы на это имеете право. Вот, например, амбуланс Дю Гренобль, это машины развозят непосредственно по Греноблю. Там амбуланс Дю Сан-Мантандер, значит, это машины развозят по Сан-Мантандеру. Амбуланс Сан-Марселон. Посмотрите, полетел вертолет. Вертолет торопится забрать пациента. Посмотрите, какой снег в горах. Сейчас лыжный сезон, и случается всякое, и довольно часто. Да, здесь есть посадочная площадка, куда прилетают вертолеты и отправляются в горы потом для того, чтобы забрать пациента. Потому что это нереально ехать правильно на машине. В горы это займет очень много времени, если срочный пациент. А так на вертолете, я не знаю, минут 5, наверное, да, и в горах уже. Да, посмотрите, вот эти амбуланс-такси, они разные. Есть для лежачих пациентов, а есть те, которые выглядят как обычные машины. Тоже как такси обыкновенно. Да, и здесь уже более легких пациентов доставляют домой. Да. Водители здесь не просто водители, они знакомы с правилами оказания помощи, и одеты в синюю форму со звездочкой. Рядом со входом есть небольшой магазин. Продаются парики, банданы для тех, у кого сложные заболевания. А также здесь парикмахерская. Вот цены на парикмахерскую. Да, больные тоже должны хорошо выглядеть, за собой ухаживать, не сдаваться. Вот вход. Посмотрите, кресло. Это сразу можно садиться на это сиденье, и тебя повезут, допустим, если у тебя сломана нога или ты не можешь ходить. Но лучше не надо. Лучше не надо. Вообще лучше сюда не попадать. Фу. И лифты, куда можно подниматься в различные отделения. Здесь Как раз радиотерапия, неврология. томограф. Да, и название здесь крыльев этой больницы, это название гор. Вот смотрите, Бельдон. Есть шартрёз. Пришли в вестибюль на первом этаже. И здесь можно брать специальные талончики. Значит, это приемное отделение Бельдон. Где вы можете задать любые вопросы. Это типа нашей регистратуры. Находится бюро Дезентре, где перед посещением врача необходимо взять фиш де пей. Для того, чтобы взять этот фиш де пей, нужно сначала взять талончик в очереди. Вот здесь есть такой специальный автомат.
Вы подходите, вставляете сюда вашу карточку Виталь, зеленую, медицинскую. Здесь содержится медицинская страховка. И нажимаете «Я хочу билет». Вот. Выходит билетик, вы его берете. И становитесь в очередь, а потом заходите, и вам выдают фиш де пей. Это квитанция по оплате. Кстати, вот шартрез, отделение Бельдом. Да, это про название которое мы массивов говорили. горных. Ну, можно вот посмотреть, например, что здесь есть, какие специалисты. Хирургия, урология, и трансплантация почек, неврология, Ортопедия, травматология. хирургия, потом фототерапия, дерматология. Аллергология, а также проблемы, связанные с кишечником и желудком, Кардиология, онко и сосудистая, пневмонология. кардиология, Да. гепатология, связанная с Гепатология, да. печенью, онкология, гематология, Так, а шертрёз, что тут? Какие у нас специалисты? тоже офтальмология, кардиология, хирургия пластической руки, а также Ларингология, пластическая хирургия в области челюстная, это челюстно-лицевая. лицевая, да. Также здесь сканеры, неврология. Слева мы можем увидеть бюро госпитализации. Это называется бюро дезентре госпиталясьон. Если кто-то ложится в больницу, нужно посетить сначала это бюро, и там выдадут вам необходимые документы. Сильно не скучали, не терялись во времени, им предоставляется возможность купить разные часы, начиная от будильника и заканчивая наручными. Ну, тут цены, да, смотри, какие-то вот эти вот браслетики. 20 евро, 36, 37. Часы в районе 40 евро, то есть недорогие, Да, мужские и женские. А также можно купить сережки, тоже 37 евро, 36, 40. да, какие-то колье, Мгм. чтобы себя может как-то порадовать в больнице. А также можно немножко перекусить. А также для детей, смотрите, здесь игрушки есть, чтобы Да. порадовать их в больнице. Да, больного, да, действительно можно порадовать, купить какую-нибудь плюшевую игрушку. Чтобы не было сильно грустно пациентам, отделение в больнице, сама больница разделяется на две части, как в честь горных массивов Бельдун и Шартрёз. А также есть название, например, отдельных, вот как выход Грязивадан или вот коридор Веркор. Вот выглядит в шапочках. Сейчас мы идем по отделению радиологии. Здесь можно сделать рентгены, томографию. В отличие от украинских больниц, где палаты все пронумерованы, во Франции, наверное, тоже, чтобы пациентам не было сильно грустно, их называют, например, отделение в честь камней. Янтарная палата, малахитовая, гранатовая. А также есть и комнаты, которые, например, называют в виде деревьев или плодовых какие-то, абрикосовые комнаты, виноградные. Да, ну согласитесь, здесь гораздо приятнее лежать в гранатовой комнате, чем в палате номер 6. Ну да. А вот детской больницы, которую мы вам собираемся тоже показать, там названия чуть-чуть другие. Комната страха, комната ужаса. Смотрите, какая экспозиция. Что она означает? Дай свое время, свою кровь, свое сердце, свое искусство. Это наша суперсила. Вот выход как раз Грязивадан, он там вот рисуночек, видишь, трамвай нарисован. Это выход прям к трамваю Б. Посмотрите, видимо, угощали больных, может. Мы с Дашей прогуливались по больнице и нашли самую, на наш взгляд, самую грустную картину в мире. Посмотрите, здесь девушка с капельницей смотрит на ночной город. Много она значит, если подумать. Да. Эта картина заставляет подумать.
Также можно здесь себе заказать кофе. Вот автоматы. Что-то перекусить. Сколько, например, стоит кофе? А, тут даже суп. Смотри, Дашка. Ага. Евро 30. Да, а ну-ка, Оно сейчас какие недоступно. супчики тут, наверное. Суп. Тоже все недоступно. Ну, скорее всего, Она это закончилась. супы-пюре, да, какие-то из Да, пакетиков. из пакетиков. Также напитки. А вот еще картина, посмотри, какая. Граффити. Да, это птичка в гнезде и держит сердце. О, вот еще, да. Больницы очень такие вот широкие, да, Даш? Да. Нет узких коридоров. Но вообще она как лабиринт, да? Здесь Да. легко можно запутаться. Это мы уже немножко разобрались с французским языком и можем прочитать и сориентироваться. А для человека, который пришел сюда первый раз, конечно, очень будет сложно. Это прям как в парижском метро, наверное. Да. Поехали. Да, сейчас мы опять зашли в отделение радиологии. Залы ожидания. Ну, бывает поменьше, бывает побольше, да, бывают закрытые, открытые. На стойке помощи вам обязательно скажут, в каком зале ожидания вам следует ждать, потому что именно в этот зал ожидания придет ваш врач и вас оттуда заберет. Значит, здесь, в этой же больнице, в отделении неврологии, находился известный легендарный семикратный чемпион Формулы-1 Микаэль Шумахер. Все началось в декабре 2013 года, когда Шумахер, катаясь на лыжах с сыном на курорте Мирабель, упал и ударился головой о камень. Несмотря на наличие шлема, травма оказалась очень серьезной. Его доставили в больницу Гренобля, где врачи сразу начали бороться за его жизнь. Он перенес несколько операций и дальше был введен в состояние искусственной комы. Спустя 6 месяцев, в июне 2014 года, его вывели из комы, перевезли в Швейцарию поближе к семье. Однако дальнейшая информация о его состоянии остается крайне ограниченной. Мы можем только пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он поскорее поправился. И будем надеяться, что все с ним будет хорошо. И я считаю, что благодаря блестящей французской медицине, которая считается одной из самых ведущих в Европе. Особенно вот, кстати, по черепно-мозговым травмам, потому что здесь очень много лыжников, которых привозят с черепно-мозговыми травмами. Они очень опытные здесь. Да, и благодаря этому ему спасли жизнь, потому что если бы вовремя не оказали высококвалифицированную помощь, неизвестно, что бы было. Сейчас мы вышли из больницы. Посмотрите, здесь зона, где могут гулять пациенты. Как хорошо, что мы не пациенты. Да. Вот немного вида сверху. Посмотрите, какие красивые снежные горы. Да-да. Да, очень красиво. Сразу хочется отправиться кататься на горных лыжах. Правда, после не попасть истории после горных лыж сюда. Что очень удобно, здесь везде лифты. Везде. Который не работает. Который не работает уже 2 года. И придется нам спускаться по лестнице. Смотри, какой классный мотоцикл. Да? Я не знаю этой марки. Вот какие здесь пациенты. Ой, на велосипедах, на мотоциклах приехал, вылечился и уехал. Сразу уехал. Видишь, какая топ-медицина здесь. Погода, кстати, сегодня хорошая. Плюс 14 градусов. Правда, влажно, но тепло. Да. Мы даже без шапок ходим. А теперь мы с вами отправимся в детскую больницу, которая находится здесь недалеко и тоже входит в часть Гренобельского университетского центра. Сейчас мы подошли к детской больнице, которая называется Hôpital Couple Enfant. Переводится как больница по уходу за детьми. Здесь отделение скорой помощи, детское отделение, отделение для беременных и отделение гинекологии. Здесь рядом находится парковка, где 45 минут можно поставить машину бесплатно, а потом уже идет оплата. Посмотрите, какое красивое старинное каменное здание. Вот смотрите, автомат по парковке. Вот расценки. Это почасовой тариф.
цены. Вот. И сейчас перед нами Уржанс. Это Красная вывеска. по-нашему неотложка Да, для по-нашему детей. неотложка для детей. Ну-ка заглянем. Сюда, наверное, Даша въезжают машины скорой помощи? Или нет? Ну, я думаю, да, здесь где-то есть, наверное, дорога какая-то для скорой помощи, дорога просто для машин. Но это надо с другой стороны, я вижу, обходить. Так. Вообще здание напоминает скорее не больницу, а какой-то средневековый замок. 3 фармасии, наверное, это старая была аптека там. Значит, а пока мы идем, можно немножко рассказать про Уржанс, да? Да. Ужанс – это скорая медицинская помощь. Некоторые из нас уже успели за 2 года пребывания во Франции, к сожалению, там побывать. Я не исключение. Если вы обращаетесь в Уржанс, например, вечером, вам поплохело, то будьте готовы, что вы выйдете оттуда только утром. Огромные очереди. Я, например, попала туда с приступом и ждала, пока меня начнут обследовать. 6 часов я лежала на кушетке. Вот, у меня уже все прошло к тому времени, само собой, но меня домой не отпустили. Все-таки меня обследовали и прокапали физраствор, накормили, уложили спать, и вышла я только утром оттуда. Так что готовьтесь. Ну, они там принимают, видимо, в порядке срочности. То есть, если они понимают, что случай, да, срочный, надо срочно спасать человека, они его сразу принимают. Если есть возможность подождать, как они думают, по их мнению, то вот там и сидят все по 8, по 10 часов. К сожалению, не знаю, почему так. Может, врачей не хватает во Франции, как ты думаешь? Я думаю, это и есть, скорее всего, причина. У них нехватка медперсонала. Идем в вестибюль детской больницы и покажем его, как он выглядит. Опять-таки здание очень современное. Ну да, вообще считается медицина во Франции на 2-м месте по Европе и на 10-м во всем мире. То есть очень квалифицированные специалисты, новейшие технологии. А нейрохирургия вообще на 1-м месте выходит практически в мире. И, кстати, по ценам здесь считается не самое дорогое лечение. Вот, например, смотрите, вывеска, что здесь находится: гинекология, 3-й этаж, госпитализация, реабилитация педиатрическая. Центр И на 1-м этаже, биологии смотри, и генетики. Да, также отделение рождения детей, операционное по гинекологии и отделение беременности с высоким риском. Да, и отделение неонатологии. Здесь, наверное, и роддом. А также эхография, да. Здесь и роддом даже, да? Да. А также с патологиями разными и с генетическими. Ну, как всегда, акюй, куда вы должны подойти с самого начала. То есть не сразу идешь к кабинету врачу. Да, вот так берем талончик, возвращаемся. Я хочу консультацию. Я имею карту Виталь, и я не имею карту Виталь. Вот я, например, я имею. Всовываем карточку. Вот сюда надо засунуть карточку. Ну, мы не будем Тут сейчас написано, это что делать. никогда не совывайте карточку поврежденную. Мы сейчас не будем делать, Да. ну, просто показываю вам. С этим талончиком вы идете в АКЮ, и вот Тут тут номер, показывается номер, да, в котором... да, номер очереди. И вас отправляют опять-таки в зал ожидания. Это в этой больнице комнаты ужаса, комнаты страха? Да, Да? да, в отделении Уржанс для детей. А вот здесь парковая зона, где гуляют с больными детками. А вот там вот, Даш, вдалеке есть кабинет врачей, которые могут принять, даже если вот у тебя нет семейного врача, то есть у которого вообще нет врача. Это СОС, да? Да, это СОС. Как мы только приехали, и первая медицинская помощь нам была оказана именно здесь. Здесь, конечно, огромнейшая толпа, но если ее отстоять, конечно, помощь вам окажут, вас примут.
Да, значит, еще раз, друзья, повторяем, что в детской больнице, да, Hôpital Couple d'Enfants, вы можете приехать сюда, и если вам нужно срочно попасть с ребенком к врачу, можете прийти в этот кабинет. А там даже и взрослых принимали, Даш. Там. То есть это не Да, только для да. детей. Да, называется это Maison Médicale de Garde. То есть дежурный врач. Да, Здесь дежурный сидит. врач. А еще есть выше роли, называется Медса СОС. Там Ага. можно тоже в интернете найти информацию и тоже или звонить, или на сайте брать рандеву. Тоже дежурные врачи сидят до 12 ночи. Да. Очень удобно, что больницы расположены рядом. Смотрите, какой вид. Кабинет. Да. Мы вам покажем издалека, как выглядит въезд в Уржанс во взрослую больницу. Кстати, его сделали совсем новым, и стало очень-очень удобно туда въезжать. Тут удобное расположение, ходят сюда 18-й автобус, трамвай Б. Вообще во Франции нет никаких проблем с транспортом. Вот там вот находится, где написано красные столбики, Виль де Гренобль, Hôpital Civil. Hôpital Enfant. Посмотрите, на голубом фоне нарисована капля крови. Это центр доноров. Сюда можно прийти и сдать кровь. Сейчас мы с вами отправляемся в клиник Дюмай, в клинику, которая предоставляет различные обследования, в основном связанные с рентгенами, сканерами и томографами. Рядом речка. Зрелище, конечно, осеннее. Немного пожухлое все. Хмуро и уныло. Да. Но вы не представляете, какая красота здесь летом. Мы обязательно вам покажем, потому что природа Франции уникальна. Сейчас мы приехали в клинику, которая называется клиник Дюмай, где можно сделать различные обследования, как радиография, эхография, маммография, сканер, томограф, рентген, все, что связано с обследованием. Давайте теперь зайдем внутрь. Это совсем недалеко от моего дома. Да, находится в районе Эшероль. Доплер, смотри, также здесь остеоденситометрия. Это такой аппарат, где можно здесь взять рандеву. Если это у вас уже есть рандеву, нажимаете сюда. Это здесь нажимать, что вы пришли забрать результаты. Это вы пришли взять рандеву. Это вызвать скорую помощь. Это для человека-инвалида. Вот, например, я пришел забрать результаты. Нажимаете сюда, и вам нужно сюда вставить вашу карточку Виталь. Карточка Виталь — это ваша страховочная карта, в которой содержится страховка и мютуэль. То есть мютуэль — это тоже страховка, которая покрывает полностью все медицинские затраты во Франции. То есть большую часть покрывает страховка, и остальную часть покрывает тоже страховка под названием мютуэль. Эту карточку зеленую можно запросить на сайте Амели. Там вы делаете свой аккаунт, создаете личный кабинет, и в этом личном кабинете можно оформить зеленую карточку Виталь. Везде антисептики для рук. Также, например, вот можно вызвать скорую помощь здесь. Вот, например, нажимаем, и вот талончик. Вот такой. Но нас сейчас, конечно, не вызовут, это мы хотели вам показать. И также, допустим, если вы пришли по рандеву, вы нажимаете сюда, что у вас есть рандеву, там уже есть ваше имя и фамилия, вставляете карточку зеленую, карту Виталь. После этого вот сюда вот все будет указание, что надо делать. В какой-то момент вам надо будет ставить сюда свое направление, оно автоматически отсканируется, и после этого вы
Нажимаете Validay, получаете свой талончик и уже ждете своей очереди, где на табло в регистратуре отражается ваш номер. Также здесь есть различные указатели. Вас могут отправить либо по красной, либо по фиолетовой. Вот тоже везде стоят эти табло, различные залы ожидания. Вот для УЗИ, где сделать УЗИ. Здесь вот, пожалуйста, видите, красная, фиолетовая, серая и оранжевая, желтая, синяя и розовая. Значит, зеленая мы разобрались, это для УЗИ. Вот кабины, где человек заходит на УЗИ, переодевается там и потом выходит. Так, давай посмотрим, что может быть, мы увидим, что другие. Вот, пожалуйста, это центр, какие здесь медицинское оборудование, все современное. Значит, чтобы попасть в эту клинику, клиник Дюмай, вы, помимо того, что можете сюда приехать и сразу здесь рандеву, вы можете взять рандеву онлайн через сайт. И также там посмотреть свои результаты. Посмотрите. Чтобы взять рандеву, вы должны зайти на сайт интернета cliniquedumay.fr, рубрик «Prendre rendez-vous en ligne». То есть взять рандеву онлайн или позвонить по этому номеру. А чтобы посмотреть результаты, также заходите на сайт Клиник Дюмай, но уже идете в рубрику «Ваши результаты». Это очень удобно. В любой момент вы можете взять любой рандеву на томограф, на рентген, на другие какие-то исследования, записаться. И для вас удобное время приехать и пройти обследование. Желтая стрелочка, как мы выяснили, ведет для томографии. Весь зал ожидания. Вот нарисована желтая девочка. И здесь находится томограф. Лифты такие. Синий зал ожидания — это их УЗИ, здесь делается, и розовый сканер. Так, посмотрите, опять вот мы уже выяснили, что такое белая стрелка — это выход. Означает синюю, желтую, розовую мы узнали, зеленая — это экография. Давай посмотрим, что же такое красное, фиолетовое, серое и оранжевое. Все Значит, подписано. оранжевое — это тоже сканер. Красное и фиолетовое. Давайте посмотрим, что это такое. Сеноложи — это связанное с грудью. Наверное, это женское отделение. Где, наверное, делаются женские обследования. Маммография и разные другие, наверное, обследования. Вот зал ожидания. Здесь после анализов вас сюда направляют. Вы приходите и забираете свои результаты. Это этот лифт, куда можно подняться в это отделение, да, связанное с грудью. Вот фиолетовое и красное. Вот это именно лифт ведет туда. Немного непривычно. Да, но очень хорошо, да, Удобно, сделано. да, То но есть непривычно. сразу понятно, куда идти, где ожидать. А серое мы не узнали, что это такое. А, серое — это, наверное, идет ответвление к вот этому, да, вот он. Нет, это белый круг. А серый мы не посмотрели. Давайте пройдемся, покажем, где серый. А вот серый человечек. Вот это, да, оранжевая заканчивается, это сканер, как мы сказали, да. А серый — это как раз томограф. Пожалуйста, вот тут он заканчивается. Такие стулья везде, в каждом зале ожидания здесь есть. Вот тоже кабинки. История Туалет. цвета такого же, как и полосочка. Да. Он оранжевый, серый. Ну, не везде, конечно. Очень хорошо организованная клиника. Даже и не пахнет больницей совершенно. И я бы подумала, что это какой-то другой центр, но только не медицинский. Потому что здесь все так, наверное, устроено, чтобы люди не чувствовали себя больными.
Да? Да. Не было ощущения прям больницы. Да. Ну, вот и все. Наше видео заканчивается. Мы немного рассказали вам о медицине Франции, познакомились с заведениями медицинскими. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, что-то мы расскажем и доснимем. Задавайте вопросы. Если вам что-то непонятно, мы обязательно всем отвечаем в комментариях. Удачи, друзья! Не попадайте в эти заведения, будьте здоровы Да. и счастливы. Всем Здоровья всем. Еще раз с наступающим Новым годом всех. пока-пока. Ой, с наступающим. Еще раз с Новым годом 2025 года всех. Всем здоровья, до свидания. До свидания. До новых встреч.